Всем привет! Поддавшись искушению выгодно привезти автомобиль из-за границы, многие россияне столкнулись с невозможностью его регистрации в ГИБДД. Причина в обязательной установке кнопки «Эра-ГЛОНАСС», без которой машину попросту не поставить на учет ни при каких условиях. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Как выяснилось, в офисах АО «ГЛОНАСС» нужных кнопок практически не осталось. А те, что удается найти на стороне, либо не продают физлицам, продают только компаниям, либо стоят по 50-100 тысяч рублей. При этом еще год назад это устройство можно было свободно приобрести в среднем за 6 тысяч рублей. Не исключено, что дело в дефиците этих самих кнопок, который мог возникнуть на фоне многократно возросшего спроса на импортные иномарки. С другой стороны, жителям Дальнего Востока можно регистрировать машины и без «Эра-ГЛОНАСС», но с условием его дальнейшей доустановки до конца 2022 года. Отечественным автопроизводителям тоже разрешено выпускать автомобили без этой системы. Однако для остальных регионов Российской Федерации никаких льгот не предусмотрено. Перекупщики и те, кто занимается массовым импортом иномарок из-за рубежа, по-прежнему находят нужные кнопки, без каких-либо проблем. Однако их стоимость в текущих реалиях подскочила в десятки раз. За коробочку со спутниковой связью просят минимум 50-80 тысяч рублей. Частникам, которые привозят машины самостоятельно, такие кнопки просто не найти. По словам автомобилистки из Краснодарского края, после растаможки своего «Шевроле» она обратилась напрямую в офис акционерного общества «ГЛОНАСС», а также в компании, которые специализируются на продаже устройств, и везде получила отказ. О том, что кнопки «Эра-ГЛОНАСС» продают только юрлицам, конечно же при наличии этих кнопок, которых чаще всего нет, убедились и наши коллеги. Обзвонив несколько офисов компаний-продавцов в Москве, Владивостоке и Краснодарском крае, на просьбу продать устройство везде ответили отказом. В одних компаниях сказали, что их просто нет, а в других заранее заверили, что даже бронировать эти кнопки нет никакого смысла, так как даже примерную дату их поставки сейчас узнать нельзя. Ну и обещанная мною шутка юмора. Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в 3 дня. Месячная норма осадков выпала на цветы за 10 минут до ее возвращения. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Может, пора всем разрешить регистрировать машины без кнопки «Эра-ГЛОНАСС»? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, в жизни как в боксе. Как только раскрылся как личность, сразу получишь ряд чувствительных ударов.